родился я на Соловецком острове, в Архангельской области, на Белом море. 27 апреля 1924 года. Самая моя первая фотография, 25-й год. Соловки. Ясно, да? Какой я был. Так. Я помню, как в кадрах, когда, значит, я там устроился, пишу «Соловецкие страны», да? Первый вопрос был: а что, ваш папа сидел? А советский лагерь, то все. Сидел? Я говорю, да нет, не сидел, он там работал. Но я считаю долгом все-таки своим доказать, что не все в лагерях были сволочи. Из руководства. Я имею в виду из руководства. Вот те же Соловки. Я там был, значит, на экскурсии. Не помню сейчас уже в каком году. Вот. И нам там показывали камеру, где сидели люди на цепи, самые, прикрепленные к стене. Их там и пытали, и что там делали. Но это все уже вот годы, когда была массовая вот эта репрессия. Это 38-й, вот в эти годы. При Соловках, вот когда сам папа был, этого не было ничего. Это моя мама и папа в 23-м году Соловки. С 18 сентября 23 года по 27 ноября 26 года помощник начальника административного отдела, секретарь уполномоченный по следственным делам управления Соловецких лагерей ОГПУ город Соловки. Папа, мама моя и акушерка. Как раз я там родился, вот она за мной следила там все. А этот домик, вот этот, где я родился, ну в каком вот именно окошке, я сейчас не могу вам сказать, где-то здесь вот, монастырь, вот видите? А это где происходит? Соловки, это монастырь. Вам в детстве родители читали? Да, сказки читали. А отец читал? Читал тоже. Читал. А вы что-то помните, вот что он читал? Помню. Чуча Пеги Ослик из Бурзилки я мне читал. Что-что? Чуча Пеги Ослик. Осленок. Звали Чуча. И вот его жизнь этого осленка, как он там что, работал. Да? Это в Бурзилке печатали. Это в 30-м году печатали. В нескольких переходящих таких, знаете, из одного журнала в другой. Он перечитал. Вот. И мама слушали, мы слушали. Да, и даже, знаете, сочувствовали очень этому Ослику, и все это. Это было очень, так сказать, трогательно. Вот папа, видите, какой был фраер. Это брат моей мамы. Это моя мама, это я. Это Соловки. Да, тоже проглядывается, вот видите. В то время, когда советская власть победила, было очень много людей, которые, значит, себя не определили. За советскую власть они или против советской власти. Все эти люди, значит, имели какие-то там компрометирующие материалы по своей биографии. Ну, кто-то там сказал против советской власти, что-то такое, да? Кто-то, может быть, даже воевал против советской власти, как офицеры, скажем, да? Ну, папы, ясное дело, значит, всех тогда их, всех изолировать надо было. И вот для этого создали специально вот этот лагерь в 23-м году. Для того, чтобы туда поселить всех вот этих людей и, ну, как проверить их.
или, как тогда говорили, перевоспитать. То есть, чтобы они были за советскую власть. И все это было до 1938 года, 1937 даже. 1937 года образ этот соловецкий меняется уже, ожесточается. Там уже не такие вот, как я говорил, которые себя не определили, так сказать, к советской власти, да, и попали сюда. А там уже стали туда уже направлять врагов народа. Ну, насколько это были враги народа и так далее, это все известно из истории. Поэтому об этом говорить не надо. Ну, может быть, где-то там и были враги народа. Но в основном это были все наши советские люди, ну, которые, может быть, себя где-то там неправильно повели и так далее. Вот. Тридцать второй год, это мы на Вишере, перед Магаданом были. Вперед на Вишер, а потом Магадан. Вот это папа вот. С октября 30-го года по май 32-й год папа был начальник учетно-распределительного отдела управления вишерских лагерей ОГПУ, город Вишера. Вот. А Вишера, это что такое Вишера? Это Красновишерск потом назывался. Это там был бумажный комбинат. И вот я, когда вот учился еще в школе, да, мы писали на тетрадках, изготовленных вот на этом самом Красновишерском комбинате. Красновишерск. А на этом комбинате кто работал? Заключенные тоже. Заключенные. Да. Ну, работали, между прочим, заключенные даже работали и организаторами производства. Не только там были, значит, такие, нет. Я вот помню, были очень такие толковые люди, они работали, помогали папе в работе, хотя они были заключенные. Новым начальником УРО был Васьков, тот самый Васьков, именем которого названа Магаданская тюрьма, дом Васькова. В Магадане в середине 30-х годов Васьков был первым начальником лагеря, замещал Филиппова, который болел тогда, выстроил первую тюрьму, обессмертив свое имя. Не болея Филиппов, заместитель Берзина по лагерям, называться бы тюрьме дом Филиппова. Васьков был красный, плотный, подвижный человек с высоким звенящим тенором, признаком великого оратора, вроде Жареса или Зиновьева. Оратор был Васьков никакой, к заключенным он относился неплохо, большого начальника из себя не строил. Мучился он катаром желудка, кабинет был весь наполнен бутылками какой-то минеральной воды. Васьков не читал ни книг, ни газет, и все свои выходные дни проводил одинаково, набрав в сумку патронов от мелкокалиберки, садился в саду около вольного клуба и стрелял в листья целый день. Семьи у него на Вишере с собой не было, а выпивка, как я догадался по обилию бутылок из-под минеральной воды, была Васькову запрещена. Раздутый живот, который Васьков с трудом затягивал поясом, прибавлял мало военного его, в общем-то, бравой фигуре. Человек он был с суждений самостоятельных, не глядел в рот ни Берзину, ни Филиппову. Вот и был назначен новым и первым начальником УРО. Ну, что могу сказать? Насчет тюрьмы это бред. Ну, так, даже положительно, я бы сказал. А вы вообще к отцу надолго не приезжали? Нет, не приезжал. А насколько вот примерно вот эти вот, как часто он виделся с семьей? Ну, это было связано, вот если так, с транспортом. Куда-то нельзя было проехать. Вот Вишера, например, да? Там, значит, судоходное движение. Это мама, папа, я и баня. У нас никогда не было квартиры своей. Мы жили в разных квартирах. Кто-то уезжал, мы на время какое-то в эту квартиру поселялись. У нас вещей не было никаких там, ничего, да?
Вот, как перелетные птицы жили, это я хорошо помню. В нескольких адресах Москвы мы жили. Это нам предлагали эти квартиры по линии Дальстроя. Система Дальстроя была, ГУЛАГ вот это самое, да? Вот. Они там знали, кто уезжает, и нам предлагали. Вот. А там были, значит, кровати там были, и подушки, помню. Какой-то снимали, значит, квартиру такую, там была подушка, 10, наверное, вот так подряд. Это я запомнил хорошо. Я тогда спрашивал, зачем. Ну, вот. С 3 ноября 1932 года по 25 мая 1935 года мой папа был начальником управления Севвостлага, ОГПУ НКВД, город Колыма. Вот как мы туда добирались. Значит, папа раньше туда выехал. До Владивостока мы ехали в шикарном вагоне, международном. Вот. Доехали до Владивостока дней, наверное, я не преувеличиваю, дней, наверное, за 9 ехали туда. А может даже 10 дней, не помню сейчас. Ну, долго. Байкал, проезжали вот эти туннели, там все, так это красиво было, все замечательно, в общем, да. Такие условия были замечательные, да. Вот, приехали в Владивосток. Там нас встретили, поселили нас в гостиницу «Версаль», как сейчас помню. И мы там жили некоторое время в этой гостинице, пока, значит, не организовали, значит, поездку парохода. Когда мы уже сели в сам пароход этот, там была каюта, ну, хорошая каюта была в пароходе. И в трюмах, а он был тогда товаропассажирский такой, в трюмах везли заключенных. Много везли. Я не видел, но я знал. И вот, значит, все хорошо, хорошо, мы едем, все хорошо. Потом попадаем, значит, в полосу отлива, морского отлива. И вот наш пароход каким-то образом сел на мель. Да. Заключенных, я помню, перетаскивали из кормы на нос, перетаскивали их, для того, чтобы снять с мели. И наоборот, вот я помню, там много их было, туда-сюда, да? Вот. Ну, в конце концов, сняли с мели и поехали мы дальше, до Магадан. Там нас папа встретил и повез нас в домик. Там был маленький домик. Комнаты 2 было, ванна была, кухня маленькая, это все маленькое было, очень маленькое. Вот. В миниатюре все. И вот, да, телефон там у нас был уже. Да. И мы там, значит, вот жили. Снега там было очень много. Вот там я уже начал играть уже. Делал уже из снега. Как, дома там делал всякие. Сугробы были большие. Метра по 1,5 были. Хорошо было зимой. Весна наступила. С папой мы ездили однажды. Километров за 90, да, по дороге, которая тогда строилась там. Эта дорога, она имела большое значение очень, потому что это все вело на золотые прииски. Там, я знаю, там драги работали уже. Это, конечно, американские, там, что ли, дорогие, но не наши, конечно. Вот, которые добывали золото. И, конечно, там везде работали заключенные. Вот. Первый раз я там увидел грейдер, который, значит, такую лопата такая широкая, да? И вот она выравнивала. Это был один грейдер там и ручной труд. Потому что тогда техники никакой не было. Лопата, это самая тачка, кайло. Машин тогда почти не было.
И вот за 90 километров мы ездили на машинке, Форд, американская машинка, с закрытым таким брезентом верхом. Там у меня даже где-то фото есть. Да. Отец сам был за рулем? Нет. Нет, там был у нас заключенный. Там было много очень людей посаженных, разных профессий. Ведь все вот эта система ГУЛАГ в то время создавалась, может быть, даже специально, в чем я уверен, для того, чтобы набрать рабочую силу. А потом он же был послан от социального аппарата, ОГПУ тогда, с Лубянки прям. Так что у него полномочия были очень большие. Такие вот, как Бежин, все люди такие, знаете, они с большими полномочиями были. Все вот эти лагеря, организовывал их. Он, в основном он там занимался хозяйственной деятельностью, то есть обустройством. Ну, он как был начальник административного отдела. В одном документе я начитал там его должность. Вот. А по сути дела он был там первый человек. Я так сейчас догадываюсь, что меня особенно и никуда не выпускали, потому что кругом ведь были заключенные. Где вы были? Вот. А заключенный народ ведь такой, знаете, однажды, значит, я папу своего в Магадане послал по матушке. Да. И он меня... Вам сколько лет было? Вот в 1002 году. Да. И он меня, значит, таскал. За плечи, так сказать, за другое. Но не бил. Он меня вообще никогда не бил. Никогда. Никогда грубого слова я от него не слышал. Никогда. Вот. Но это мне запомнилось. Ну, вот. А кругом заключенные. И я так, знаете, как-то, не знаю, как получилось. Вот, и он послал куда надо. Да, ну они же там везде были. Вот дрова, например, пилили, кололи дрова, да? Потом прислуга была заключенная, да? Потом там ремонт, если какой-нибудь, тоже заключенный. Дорогу там строили где-то, рядом даже вот у дома нашего. Тоже заключенные. Это же везде там все это. Вольнонаемных там таких вот не было. Вот, это все использовали, все труд заключенных. Ну, сами подумайте, разве можно было сколько в лагерях, сколько народу содержалось, да? Ну, неужели они все были плохие? Вот у нас в Магадане работала прислуга. Я не знаю, конечно, как верите или нет, она была из, как вам сказать, не политическая, во-первых, не политическая. И, во-вторых, у нее срок был маленький. 5 лет, что ли, там было, я не помню. Маленький. Вот. И вот за что ее посадили. Убирали колхозные поля. Там оставалось урожай какой-то. Колоски оставались. И вот они эти колоски собирали, потому что кушать было мало, не хватало. И вот ее за это дело, значит, вот, за то, что она колоски собирала, ей в 5 лет дали. 5 лет, я помню хорошо. Я запомнился это. За что человек посадили? А вы помните, как ее звали? Нет. Не помните? Помню, она очень хорошие делала бублики. Такие маленькие, соленые такие, вкусные. С удовольствием ели. Она была украинка, вот, и хорошо готовила. Ну и папа, наверное, из-за этого ее и взял. Потому что когда мамы не было, она же готовила. Я был замкнут. И потом, когда старше стал, я на себе это почувствовал. У меня нет такого, знаете, братства, знаете, с открытой душой, да, вот так вот. Нет. Потому что я все время как-то вот находился под влиянием, ну, такого контроля вот со стороны. Папа, мама. Это именно из-за того, что отец работал на такой работе? Ну, возможно, да, конечно. Ну, как я могу сказать, я скажу, а вдруг его отец, отца вдруг его арестовали, органы МВД туда, или КГБ там туда, а мой папа, значит, вот там как раз в этих органах работает. Ну, зачем я буду представлять себя? Тогда как-то молчал. Я учился в школе, да, в Киселевом переулке. Там была школа специальная такая. Я не знаю, почему она так получилась, но там, в общем, были в основном,
ну, я так предполагаю, дети вот как раз всех вот этих сотрудников органов на Кисельном. Директор там была женщина, парашютистка, кстати говоря, да, она гордилась этим, да, парашютистка женщина. Вот. Я знал, например, один мальчик там был, и то от него узнал, что его отец, значит, там в тюрьме работал, каким-то там, я не знаю, то ли начальником, то ли там что-то такое, да, это я знал. Вот. Другой тоже так вот, знал я кого так вот. А потом я в органы поступил, в школу военную поступил, и там уже по военному уже. То есть вы пошли по стопам отца? Ну, да, собственно говоря, да. Это самая первая моя фотография, когда я военным стал. Это в 41 году. Нет, в 41-м. В самом конце. Когда война началась, я в школу тогда пошел. Межкраевая школа такая была. МВД. Нас учили, значит, для того, в работе в освобожденных районах. Тогда уже в то время, уже в 43-м году, да, начали освобождать наши уже, стали войска. И вот нас готовили для контрразведки. Вот. Основная работа бывает работа с репатриантами, вот этими, которые попали в плен к нам и так далее. Вот. Там проводилась работа с выявлением, вот, кто там был, или шпион, или там вредитель, там какой был, да, период войны, в основном. Вот такое направление было. После войны сразу, да, у нас как работа строилась в органах? Значит, с 10 часов до 5. С 5 до 8 перерыв, а с 8, как Бог на душу положит. И до 12 было, работали каждый день. Почему ночью работали? Почему? Почему до 12 работали? Почему? Допрашивали там кого. Допрашивали, выискивали какие-то там. Ну, надо же было людей набирать. А какие-то разнарядки приходили? Вот разнарядки. Вот которые вот знали, следователи знали о разнарядках. Тогда не так называлось это, конечно, не А как? разнарядками. А как это называлось? Хорошо человек работает или плохо. Чем больше, тем лучше. А там сам соображай. Ищи контур, она кругом он. Я даже больше того вам скажу. Я работал в органах, и в это время папу как раз в 1953 году вот арестовали. И по тем законам я даже должен был, я это сделал, пришел и сказал, значит, своему начальнику, даже рапорт написал о том, что, вот, значит, моего папу арестовали, там, то есть я довел до сведения, и все. Как там они потом решали, я не знаю, но я продолжал работать. Ну, обвиняли превышение полномочий. Каких, чего, я не знаю. Он мне говорил, там какая-то следователь была, женщина, такая противная, дотошная. Ну, выслужиться, наверное, хотел. Знаете, как вот, врага нашли. Чекист, враг. Находка для шпиона. Вот. Ну, и она, наверное, там что-то больше, конечно, черт ему. Морально его как-то убила. Когда свой же человек, сотрудник свой же, да, допрашивает и обвиняет в том, чего не было. Это моя мама примерно в 1953 году, так вот. Мама с моим сыном. Моя мама с сыном Вадимом. Сейчас сын работает
как сказать, переводчиком работает в международной организации. А он оканчивал тоже КГБ? Нет, нет. Он окончил институт географии и английского языка. Он считает, что вот эти все терзания людей, и что я там работал, и что мой папа там работал в этих органах, да, ну, у него как-то это не очень. Вот. Ну, правда, я никого не терзал, и папа не терзал. Но когда вот так вот многих заключенных, вот, и он думает так, чтобы раз он работал там, значит, он их сам и терзал. Но этого не было. Он был очень порядочным человеком. Очень. Может быть, даже благодаря его работе многие были, так сказать, условия созданы лучше, чем в других лагерях. В общем-то, судя по всему, папа мой был не дурак, по крайней мере. Потому что проработать столько лет в органах и не быть скомпрометированным, это надо уметь, знать надо. Мой последний, вот снимки, последний. А это вот один из, в каком же году он одну шпалу носил. В последнее время он 3 шпалы носил. Большой. У Бери 4 были. Ну, орден Ленина, Красного Знамени, веселым ребятам, как это назывался, орден. Веселые ребята называли. А орден Ленина он давно получил. Это за организацию лагерной работы. Это награды большие были. Вообще он удивительный был человек все-таки. Понимаете, пройдя такую школу, он остался человеком. Он не стал каким-то таким надзирателем, как в лагерях надзиратели, знаете, такие злые, как собаки. Их тоже можно понять, вы знаете, когда каждый день вот так вот. Вот я знаю даже одного человека, это здесь по Москве, который расстреливал, или вернее приводил в исполнение, Попов фамилия, это во внутренней тюрьме, на Дзержинской, приводил в исполнение решение о расстреле. Вот он расстреливал людей. Ну, какой это мог быть? У меня психика была. Он больной был человек. Выпивал, когда, значит, шел, все, да? Вот что к нему можно вот сейчас, например, предъявить, допустим, что он расстрелял. Но он же исполнял. И он был офицер. Приравняли их, вот этот МВД, КГБ, приравняли к армии. Сейчас он участник войны. На нем как-то отразилось, вот по-вашему, что он расстреливал? Плохо. Я понимал. Я понимал, что его работа такая же, как и моя. На войне, когда стреляют врага, там же никто не спрашивает. Враг стреляют. И здесь враг стреляют. Все. Ну, он без водки. Да. Печальное дело. Не стоит слушать. Печально.